Исследуя структуру сознания человека, сложно отделиться от информационных помех, создаваемых внешними и внутренними инородными структурами. Если убрать эти паразитические программы, то изучить структуру сознания можно. Сознание состоит из двух частей – левой – личность и правой – подсознание. В соответствии с правилом 4 стихий, каждое из полушарий можно разделить на две части – высокочастотную ВЧ и низкочастотную НЧ. Левое полушарие делится на высокочастотную зону огня Вишудха Аджна и низкочастотную зону воды Анахата Вишудха. Правое полушарие делится на высокочастотную зону воздуха и низкочастотную зону земли. Точка Я связана с зоной огня и настоящим временем, ВЧ-зона левого полушария. Память личности связана с зоной воды, НЧ-зона левого полушария. Системная информация связана с зоной воздуха, ВЧ-зона правого полушария. Кармическая информация связана с зоной Земли, НЧ-зона правого полушария. Личность в каждый момент времени представляет собой структуру, сформированную на основе полученного жизненного опыта. То есть личность – это не информация, а структура. Различные события в жизни человека формируют опыт, а опыт образует структуру, как пазл. Опыт – это след, оставленный событием на структуре личности. Личность играет роль холста, на котором художник рисует картину. От состояния холста зависит получившаяся картина. Одно и то же событие по-разному влияет на разные личности. То есть опыт, полученный разными личностями в результате одного и того же события, отличается. При этом на личность действуют именно события. Событием называется такое взаимодействие, при котором происходит обмен энергиями между его участниками. Значимость события определяется количеством переданной энергии, то есть силой взаимодействия участников. Событие оказывает давление на личность. Разная сила давления означает разную значимость одного и того же события. Например, лекция по истории какой-либо войны является опытом. Однако личный опыт участия в конфликте гораздо более значимое событие, дающее совершенно другой опыт. Поэтому акцент на теоретическом знании в обучении и не формирует личность специалистов.